Ехаем. Денис будет работать. Херня не совсем так. Асфальт можно класть зимой? Это нормально, это допустимо. Короткая экскурсия, как управлять мульчером. Вот, собственно, вся наука. Германия меньше Волгоградской области. Неправильно. Он не продает ратраки, которые приносят большую прибыль компании, не продает запчасти. Кто он вообще? Что он? Чем он занимается? Может, маньяк такой? Кто ты вообще такой? Эти вопросы мы зададим Денису, который сидит сейчас и, как он сам сказал, злой. Я был злой до тех пор, пока тарелку с Спасибо, супом на Денис. Леню. Всем привет подписчикам нашего канала, которые не пропускают ни одной серии, и тем, кто пока не подписался, но собирается это сделать прямо сейчас. Этот выпуск про нашего старого знакомого, который уже не раз был у нас на канале, Дениса Анискина, но сегодня он предстает в несколько новом качестве, ведь он теперь не просто продавец мульчеров, он директор по развитию компании и еще начинающий блогер. И мы вместе с ним едем в Волгоградскую область помогать Денису снять суперобзор на супермульчер Fire. Время глубокая ночь, мы на трассе между Самарой и Пензой. К утру нам надо быть на месте, и Денис будет работать. Вот такой вот он замечательный человек. Да? Да. По дороге мы остановились в кафе для позднего ужина, и тут у нас случился небольшой экстаз. Слава, работать будет еще? Мы же не вы, ошибки прощаем. Я прощаю тебя. Идея выехать на объект на машине в ночь с самого начала казалась мне так себе. Ну а утром мы все в полной мере смогли прочувствовать на себе вес атмосферного столба. Ночка была так себе, конечно. Спать в тачке, к тому же зимой, это приключение то еще. Большой мост нужно проехать, потом левее, потом правее. А что там, адреса нет? Это теория заговора. Получается. А один здесь отдыхаешь. Как дорога? Могло быть и лучше. Нормально? Вы всю ночь херачили? Да. Все, поехали. Ехаем. Значит, ехаем. Савельев что здесь делает? Он будет обучать. Он у нас эксперт. Но он с нами. А мульчер, на который мы собирались снимать обзор, к тому моменту был только что продан новому владельцу. И именно поэтому мы все оказались здесь, в Волгоградской области. Вместе с нами сюда приехал Тагир, собственно, продавец мульчеров. Ему нужно было завершить сделку и подписать документы. И Саша, главный инженер направления ФАИ, задача которого была обучить, настроить, пусконаладить, ввести в эксплуатацию и так далее. Привет, псина. Не люблю зиму. А собак? Собаки тоже не мое. Я с ними каждый день сплю, они со мной обнимаются. Короче, мы приехали на место, где вот чуваки купили вот этот трактор. Этот трактор абсолютно новый, то есть он не работал у Трухина в полях, он приехал прямо с завода, и есть подозрение, что в нем залит итальянский дизель. Такой, на Дольче Вите. И сейчас опасность, что машина у нас просто не запустится. Как уже известно, мы были сильно не выспавшиеся, а на улице при этом давил совершенно лютый дубак, но, к нашему счастью, машина быстро завелась. Короткая экскурсия, как управлять мульчером. У нас есть две главные кнопки, зеленая и красная. Что такое зеленая кнопка? Ну, System Start. А красная, ну, Emergency Stop. Вот, собственно, вся наука. И пока Саша на лютом морозе проводил обучение, мы отправились в местный кафетерий пить чай, греться и знакомиться. Ну что у вас за компания, чем вы вообще занимаетесь? ГК «Гранит». Занимаемся дорогами, благоустройством. Техники в организации достаточно. Теперь это наша новая, да, Денис, приобретение. Мульчер. А можно Прекрасно. прогуляться? Вы покажете какую-нибудь экскурсию? С удовольствием. Сделай доли зум. Славик умеет делать доли зум, это будет как Хичкок. Доли зум – кинематографический спецэффект, получаемый сочетанием поступательного движения камеры вдоль оптической оси объектива и плавного изменения его фокусного расстояния в обратном направлении. Впервые техника была использована в 1958 году в фильме Альфреда Хичкока «Головокружение». Первое ТО когда? 50 минут, что ли? 50. Вы вот сами или приездили? Приедем. Денис, я говорю, через меня прошло сотни этих операторов. И каких только специалистов не было. Там приезжали и суперэкскаваторщики, супербульдозеристы. И поверь,
многие не справились. А были случаи, что просто приезжал человек, даже у которого нет прав, но было бешеное желание, и он просто за 3 дня переплюнул там оператора, который год работал. О, здесь вам цех. И тракторы везде белорусские вот эти стоят. Самый популярный трактор, да, хоть все его и хают, но реально он вот где мы с тобой не были, везде они. Вы уже снимаете? Вы мне скажите, когда начнете. Но так как мы волею судеб оказались практически в центре дорожного строительства, то мы просто не могли не спросить у директора предприятия, почему дороги в России именно такие, как они в России. Вот короткие выдержки из этого интервью. Асфальт можно класть зимой? Потому что обычно во всех ютубах показывают дорожных рабочих, которые в лужу кладут асфальт или зимой. Это нормально, это допустимо. Ого. Вот сотрудники мои, видите, какая команда у нас. Дороги ломаются из-за плохого ремонта, либо из-за несвоевременного обслуживания. Мне кажется, все равно это зависит от качества асфальта. Потому что бывает, едешь, например, новая дорога, летом едешь зимой, из нее вот такие вот прям выпирают, как эти свечи. Грузы ходят, ломают. Во всем мире ходят больше грузов. Нет, но если весь мир брать, то Германия меньше Волгоградской области по диаметру. Согласно данным Википедия, площадь Волгоградской области составляет 113 900 квадратных километров. Площадь Германии 357 386 километров квадратных. Ну что ж сказать, дядя чутка ошибся. У вас здесь хорошие дороги? Есть и хорошие, которые уже отремонтированы, есть уже, которые объемы будем продолжать на следующий год. Здесь мы показываем новым владельцам все возможности мульчера, на котором, кстати, можно работать и зимой, как вы видите. Первый раз на такой? Да, на такой машине. Как ощущение? Хорошее впечатление, хороший обзор, управляемость. Ну вы рады, что такая у вас появилась в парке? Да, да. Ну и после завершения всех обязательных процедур мы наконец приступили к тому, ради чего мы, собственно, сюда и приехали. На улице было, повторюсь, очень холодно. И мы хотели снять обзор максимально быстро, но получилось так, как бывает у нас обычно на обзорах с Денисом Анискиным. Херня не совсем так. Подождите. Стоп. Совсем не шаблонно. Так, невооруженным для... И не нужно говорить взглядом. Глазом, невооруженным глазом. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Зачем мне про эти потери? Ладно. Те самые потери. Обожаю запах напалма. И вообще, попи***ть мы любим. Но секундочку. Неправильно. Правильно. Это мы уберем. Что еще? Это гусеничный тех. Больше угол атаки, да, действительно. Там не будет такого в кадре. Холодно. Сейчас. Я там вначале-то продумал предложение, а потом не продумал. Гидравлика позволяет... Твою мать! 2000 years later. А сначала, да? Что еще нахрен рассказать? Магнитола с блютусом. Есть стекла. А как начиналось все? Техника. Сейчас, момент. Я могу. Давай еще прям пару моментов. Потом есть что вставишь. Нет. Косноязычно, да, получилось? Нет. Поняли, Нет. Мы решили рвануть домой, но в Пензе поняли, что не доедем. Впереди еще ужин, а завтра завтрак и 400 километров пути. После душа жизнь, конечно, значительно наладилась, да? Значительно. Сейчас вот так. Двигаемся на ужин.
Сегодня, на удивление, все прошло великолепно, потому что изначально ожидалось прям ураган. Диана нас не дожала. Почему ты с бабушкой? Я очень люблю бабушку и не могу ее бросить. Все, гарью пахнет! После суток не спать оказаться в отеле. Скажите что-нибудь, у меня ничего не получается. Это было ужасно. Я тебя в тачке жду. Вот такая поездка про то, как Тагир продал мульчер. Денис снял обзор на этот мульчер, который уже не наш, не его, который уже проданный. И, собственно, история про то, как мы ночевали в Пензе. Солнечно, холодно, как холодно, если говорить точно. 22. Время 11:30. Мы выспались. На этом все. Смотрите в следующих сериях какую-то другую. Именно. Нужна ли вам теплая вода за 500 рублей? Как-то ночью я проснулся и съел весь суп. Алло, Элочка, ты не поверишь. Боль, страданий, преждевременное семяизвержение. Ну что, ребяточки, а теперь самое время подписаться на канал, ведь впереди нас ждет только самое интересное. И следующий выпуск мы отправимся на Горный Алтай, или, как сейчас модно говорить, в Горный Алтай, на курорт Манжерок, где открылся центр компетенции. Мы, правда, так и не поняли, что это такое, а еще мы там катнем на разных трассах, их пока всего 2, и поживем в уютном номере с зеленой плиткой, как из французского кинофильма. Так что давайте вперед, 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 зажигаем дальше самое интересное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и отправляйте это видео друзьям через различные менеджеры, потому что нам очень нужна популярность, известность и деньги.